Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем мастер-классе мы свяжем корзинку в форме звезды. Научимся делать обвязку, прибавки для такого донышка, переход от донышка к стеночкам. Также я покажу несколько способов бесшовного соединения. Шва у нас нигде не видно. И научимся вязать красивые ровные стеночки корзинки. Высоту у меня корзинка получилась 6,5 сантиметров, по донышку 22,5. При желании можно сделать ее выше, провязав дополнительные ряды. Для вязания нам понадобится донышко в форме звезды. Размером она 22 сантиметра. Это цвет клен. Ссылку на магазин я оставлю в описании. Также там можно будет приобрести и пряжу. Пряжа у меня 3 цветов. Самая светлая это Ниагара. Далее колокольчик. И последняя Gold Star. Вот такая вот красивая пряжа со звездочками. Всего на корзинку понадобится около 60 метров пряжи. Это чуть больше полмоточка. Также нам понадобится крючок номер 5 и крючок номер 7. Итак, приступим к вязанию. Для начала мы обвяжем отверстие соединительными петлями. Берем крючок номер 5, оставляем кончик нити сантиметров 15 и начинаем обвязывать. С угла не обвязываем, отступаем от угла. Вытянули петельку, кончик нити оставляем, берем рабочую нить. Заводим в следующее отверстие, захватили и протягиваем через петлю. Далее следующее отверстие. И вот таким образом обвязываем все отверстия до конца. Осталось последнее отверстие. Сюда мы вводим крючок и захватываем кончик нити, который мы оставляли. Вытягиваем, протягиваем через петлю и полностью вытягиваем. Теперь мы должны крючок ввести вот сюда под косичку. Захватываем кончик нити и заводим его в центр предыдущей косички. Вот так мы красиво завершили обвязку. Далее будем обвязывать края. Заводим крючок вот сюда, где у нас выходит кончик нити. Вот сюда заводим и захватываем рабочую нить. Кончик нити укладываем и провязываем вместе. Вытягиваем петлю и провязываем. Далее в следующее отверстие. И также провязываем столбик. Здесь на уголочках мы также провязываем по одному столбику. Далее до угла также провязываем по одному. На углу мы сделаем прибавку.
Довязали до угла. На углу мы делаем 3 прибавки. Провязываем в данное отверстие 3 столбика. Провязываем 1 столбик. Он как бы с одной стороны сбоку. Затем второй. Его уже вытягиваем вверх по центру. И третий столбик также у нас пойдет уже в бок. Вот на углу мы провязали 3 столбика. Далее провязываем по одному столбику. Снова здесь провязываем 3. И так на каждых углах по 3 столбика. Довязываем до конца. Обвязали донышко, теперь делаем соединение. Вытягиваем петлю. Крючок заводим вот сюда, под косичку. И вытягиваем петельку. Крючок заводим вот сюда между двумя нитями. И с обратной стороны вводим под перемычку. Далее петлю накидываем на крючок и рабочей нитью затягиваем. Захватываем рабочую нить. Вытягиваем. И провязываем столбик. Так мы сделали соединение и перешли на первый ряд. Первый ряд вяжем столбиками без накида. Захватывать будем вот эти верхние дужки косички и крючок вводить под перемычки. Рабочую нить укладываем бороздкой кверху. Вводим крючок под дужку косички верхнюю под перемычку. Захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю на высоту с петелькой на крючке, провязываем. Вот у нас уже второй столбик. Далее под дужку косички, под перемычку. И таким образом провязываем столбики без накида по всему краю. Вот мы провязали уголок. Когда провязываем уголки, сразу же руками поправляем, придаем им форму. И здесь точно так же. И вот таким образом провязываем до конца первый ряд. Провязали первый ряд. Теперь мы будем делать соединение и переходить на второй ряд. Вытягиваем петельку. Крючок заводим с обратной стороны под косичку. И вытягиваем петлю. Крючок я взяла уже номер 7. Далее крючок заводим вот сюда, в центр галочки. Накидываем петельку на крючок и затягиваем рабочей нитью.
Вот так должно у вас получиться. Далее захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю. Провязываем столбик. Итак, мы сделали соединение и перешли на второй ряд. Второй ряд будем вязать галочками в раскол. Для этого вводим крючок в центр галочки. Захватываем рабочую нить. Вытянули петлю и провязываем столбик. Далее следующую центр галочки. Обращайте внимание, чтобы у вас крючок выходил по центру. И провязываем столбик. При вязании нить слегка подтягиваем. Далее следующую галочку. Подтянули нить. И не забывайте на углах сразу формировать их руками. Провязали угол и сразу же руками его поправляем. Итак, провязываем весь второй ряд до конца. Провязали второй ряд. Сейчас мы сделаем соединение, только немного по-другому, так как третий ряд мы будем вязать другим цветом. Вытягиваем петельку. Крючок также заводим под косичку. Вытянули петлю. И теперь эту петельку делаем побольше. Далее берем клубок нити. И вот таким образом продеваем через петлю. Рабочую нить тянем. И затягиваем. Вот таким образом соединили. Ниточку не обрезаем, так как четвертый ряд мы будем вязать также этим цветом. Берем нить другого цвета. Мы также будем вязать галочками в раскол, только крючок будем вводить сверху косички. Вот здесь в центре. Заводим по центру, затем опускаемся вниз и в раскол галочки. Заводим сверху, центр галочки. С обратной стороны крючок должен выйти по центру. Захватываем нить и вытягиваем. Провязываем столбик. Далее также центр косички, центр галочки. Захватили рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик. Кончик нити укладываем вдоль вязания, провязываем вместе, а данную нить не трогаем. Вот таким образом провязываем до конца ряда, угол поправляем, и у нас по краю останется вот такая вот полосочка. Довязываем до конца. Соединяем третий ряд. Для этого мы ниточку обрезаем.
Вытягиваем полностью. Заводим под косичку крючок. И заводим в центр предыдущей косички. Итак, вяжем 4-й ряд. Вводим крючок в галочку. И захватываем нить. Провязали столбик. И далее точно так же галочками в раскол провязываем 4-й ряд. Нить вытягиваем на высоту с петелькой на крючке. Провязали и слегка подтянули нить. В 4-м ряду также обрезаем нить и делаем соединение. Пятый ряд провязываем другим цветом, также галочками в раскол. Вводим нить другого цвета. И далее точно таким же образом галочками в раскол провязываем весь 5-й ряд. Провязали 5-й ряд и делаем обвязку. Втягиваем нить, заводим крючок под косичку, петлю вытянули. Далее заводим крючок между столбиками, вот сюда. Данную петельку захватываем и вытягиваем. Вытянули ее вперед. Теперь мы заводим крючок в следующее отверстие между столбиками, как бы вводим под косички. Захватили рабочую нить и провязываем соединительную петлю. И вот таким образом обвязываем край до конца. Ниточку обрезаем и делаем соединение. Сделали соединение, кончик нити прячем. Наша корзиночка готова. Нам необходимо будет произвести ВТО, отпарить ее и руками придать форму. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Обязательно всем отвечу. Смотрите мои другие мастер-классы и вяжите вместе со мной.